Всем привет! Сегодня мы будем делать одни манты, но лепить будем по-разному. И сегодня у меня помощница, моя внучка. Берем воды, добавляем 2 чайных ложки соли, две столовых ложечки растительного масла и мука. Муку можно не просеивать, просто вот так высыпать. И замешиваем тесто. Вот такое тесто получилось. Вот оно достаточно мягкое, но в то же время оно упругое. Вот. Оставим его отдыхать под волшебной чашечкой. Пока мое тесто отдыхает, я займусь начинкой. Для этого я взяла килограмм фарша говяжьего, чуть-чуть накрошила жирка. И сейчас займусь луком. Крошить будем лук мелко. Я взяла 6 штук средних луковиц. Некоторые поменьше, некоторые побольше, но 6 штучек. Это где-то килограмм. Все, вот я лук накрошила. И сейчас я добавлю соль, перец и хорошо пожамкаю его. 2 столовых ложечки добавлю соли, а потом буду посмотреть. Если не хватит, добавим еще. Вот. Черный перчик. Тесто наше отдохнуло. Смотрите, какое у нас прямо приятное на ощупь и мягкое внутри. Так, делю его на 4 части. Делаю кругляши и отправляю опять под чашку. А с одним будем работать. Будем раскатывать как обычный сочи. Сильно тонкое тоже не надо, потому что манты будут рваться. Поэтому сделаем вот так. И вот этой чашечкой я буду делать кружочки. Тесто у нас эластичное, мы его чуть-чуть по краям вот так потянем. И начинаем лепить. Кладем начинку. Гребешок вот так склеиваем между собой, скрепляем. Вот эти 2 края у нас остаются. Вот мы берем их вот так. И эту сторону вот так. И теперь вот эти 2 кончика скрепляем между собой. Вот. Вот что у нас получилось. Продолжаем лепить. Вот, мы берем, кладем начинку. 2 пальчика защемляем. И потом защемляем вот эти края. Вот. Вот таким образом. А затем вот так 2 пальчика берем и вот здесь вот так. Раз и защемляем. Вот. Теперь переворачиваем. И опять 2 пальчика защемили, а вот эту часть раз и защемили. Вот и все. А эти будем лепить вот таким образом. Кладем начинку. Ой, что-то я многовато взяла начинки. Вот. И лепим их как беляши. Вот. Вот таким образом. Вот эти манты можно будет потом обжарить. Ну а эти манты
мы лепим традиционным способом. На квадратике нарезали тесто и лепим традиционным способом. Вот. Мы налепили наши манты. Вот. Идем ставить их на 45 минут вариться. Вот мы снимаем наши манты. Вот что у нас получилось. Эти манты могут стать украшением любого праздничного стола. Ой, как пахнут. Просто нет слов. Вот, идет дегустация. Как всегда, мой сынуля сейчас вам скажет. Как всегда. Вкусно и сочно.